Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас цифровой синтезатор Korg Wave State. На инструменте написано Wave Sequencing Synthesizer, что говорит о том, что это волновое секвенсирование и синтезирование звука. Вообще Wave State можно перевести на русский как волновое состояние. И из этого можно понять, что, во-первых, этот инструмент полностью основан на сэмплах, и эти сэмплы можно различным образом синтезировать и секвенсировать. Что это дает? Это дает невероятно много возможностей для того, чтобы вы могли создавать сложные звуки, или не сложные, но красивые и многослойные. Один из звуков может играть ровно, у другого будет меняться огибающее, или, например, LFO и так далее. Мы рассмотрим, как работает Wave Sequencer. Мы, конечно, в этом обзоре не сможем вам показать полностью весь функционал, а может быть, это и к лучшему, чтобы вы могли разобраться с ним сами. И я вам точно говорю, что этот инструмент очень интересный. У него множество различных фишек и фильтры от PolySix, MS-20, классический HPF, блок эффектов, который содержит разные обработки от компрессора до биткрашера, дилеев, реверов, хорусов, фленджеров и так далее. Мощная модуляционная группа. И еще одна штучка – это контроллер, векторный контроллер на 4 зоны, на которые вы можете назначить все 4 слоя, переключать их между собой, либо смешивать. И другие параметры на него назначать также можно. Вот как мы и говорили, разделены зоны, и вы можете ими управлять, либо выбирать один только слой, либо назначать на один из слоев в векторе, чтобы звучало 2, как вот в данном случае. Либо в каком-то меньшем, скажем так, проценте соотношения, что бочка становится чуть тише, хай-хет выходит на передний план. И так далее. Как вы видите, в данном случае используются 3 слоя. Их можно включать и выключать, удерживая клавишу Shift, либо нажимая на нее 2 раза. И после этого включать и выключать. Также двойное нажатие по самой клавише слоя включает и выключает его. Давайте рассмотрим блок Performance Mode Knobs. Это 8 нобов, которые ограничены, то есть они не прокручиваются полностью. И над ними мы видим надписи Master, Timing, Sample, Pitch, Shape, Gate, Step Sequencer и скорость. Это модуляции, которые вы можете использовать в живом, например, выступлении, либо при создании трека. А те же самые параметры есть, по идее, в блоке Wave Sequence Lines. Вот в этих линиях различных многослойных секвенсированиях. Но этот блок создан для того, чтобы вы создавали какие-то сложные секвенции, а performance, от слова performance, для выступления. И чтобы его активировать, мы нажимаем клавишу, сразу все параметры отображаются на экране, это удобно достаточно. И кнопками Page вы перемещаетесь по разным значениям.
Вот, значит, например, здесь значение мастер. Оно сейчас стоит в нуле. И доходит до позиции 100 вот с помощью этого энкодера. Перемещаемся вниз, у нас есть плюс и минус плюс. Что это дает? При вращении регулятора мы можем уйти в крайнюю позицию, вот здесь, когда он стоит на ноле, в минус 100, а когда мы в крайнее правое положение поворачиваем, в плюс 100. Для того, чтобы легко поймать, скажем так, вот эту вот стартовую точку 0, лучше поставить его в плюс. Итак, давайте посмотрим, как изменяются, что вообще меняется при использовании этих вот нобов. Как вы слышите, добавились различные секвенции, которые прыгают то вверх, то вниз. И то же самое будет изменяться при использовании других параметров гейта, шейпа, сэмпла. Давайте послушаем. В этом же разделе вы видите клавишу арпеджиатор и тап-темпо. Ну, тап-темпо понятно, вы на нее нажимаете в темп, играющий уже секвенции, например, под барабаны, и синтезатор подстраивается под нужный темп. Клавиша арпеджиатор активирует арпеджио. Давайте сначала выключим. Слышно, да, шагающую секвенцию, прописанную в этом патче. Теперь включаем арпеджиатор. И что самое интересное, сам звук продолжает шагать во внутреннем секвенсоре, который очень сложно так завернут, и при этом арпеджиатор тоже работает. Это здорово. Итак, опять же, как и при включении функции Performance Mode, при включении арпеджиатора мы попадаем в настройки этого арпеджиатора. Здесь есть выбор проигрывания паттерна, вверх, вниз, несколько альтернативных и рандом. Итак. Подтверждаем, например, рандом, и клавишами Page мы также перемещаемся и выбираем доли. Можно изменить свинг. Ну и также октавы проигрывания арпеджиатора и гейт. Перед тем, как продолжить рассматривать различные блоки и слушать, как работает фильтр и огибающая, хочется сказать про поиск нужных вам патчей. Это довольно-таки, на мой взгляд, не очень удобно. Здесь есть клавиша Perform, она же Home, которая показывает различные изменения. Нажимая ее, вращаете вот этот энкодер и просто выбираете, прокручиваете нужный вам патч. Это не всегда удобно. Но для этого, конечно, есть set-list,
где вы можете назначить 16 вам нужных вам в быстром доступе патчей. И также 4 банка по 16. Это достаточно много, но все равно хотелось бы быстрый доступ к категориям. А для этого нужно сделать несколько манипуляций. Итак, мы нажали кнопку Perform, повернули энкодер, нажимаем 2 раза Shift и кнопочкой Page попадаем в раздел «Категория», после чего мы снова проворачиваем, выбираем нужную нам категорию, например, бас, подтверждаем Enter, и теперь мы в этой категории выбираем звуки, опять же пролистывая энкодером. Поэтому тут либо заучивать, где они находятся, либо действительно подготавливать ваши сет-листы. В блоке фильтра у нас клавиши, которые переключают разные фильтры. Энкодер котов, резонанс, интенсивность на огибающую и громкость. Давайте рассмотрим, как работает огибающая. Огибающая здесь на усилительный блок, фильтр, pitch и, опять же, эти же энкодеры используются для настроек, для быстрых настроек огибающей вектора. Итак, тут на самом деле все достаточно просто. Атака, дикей, сустейн, релиз и также есть чувствительность. Velocity, точнее. И давайте уберем релиз, приберем sustain, и вот мы получаем звук. Коротенький звук, либо также можем подобрать атаку. И добавить немного релиза. А добавили много. Как-то так. Из основных параметров, которые в прямом доступе на синтезаторе, у нас осталось 3 блока. Это эффекты, LFO и Wave Sequencer. И давайте все-таки сейчас перейдем к рассмотрению вот этого Wave Sequencing Lines, когда мы линейно будем что-то менять. Итак, выбираем Init Performance. Мы видим, что у нас горит один слой. Теперь нажимаем на эту клавишу и видим следующее. Во-первых, здесь мы можем выбрать тип сэмпла, который будет использоваться. Либо это будет wave-секвенции, либо это будет single multisample. Вот в single multisample вот такие звуки, например. Здесь можно услышать пианино различные. Тут все. Тут на самом деле большое количество звуков. Различные перкуссии, шейкеры, тамбурины. Соответственно, из них можно делать разные тоже секвенции. Струнные. Виолончель. Ну и так далее. Здесь вот, смотрите, я просто прокручиваю очень быстро, но
этот список не заканчивается, и звуков полно. Итак, возвращаемся. Выбираем Wave Sequence. Почему выбираем именно этот режим? Потому что с помощью именно Wave Sequence мы можем как раз-таки использовать все вот эти настройки. В режиме Multi-Single Sample мы не можем это использовать. Далее мы выбираем нужный нам пресет. Ну, например, какой-нибудь. Вот, пусть будет вот такой пресет. Подтверждаем его. Далее мы заходим в тайминг. И здесь мы видим старт и стоп этой секвенции. Пролистываем. Для начала мы должны выбрать сколько вообще будет он длиться. И разные настройки по шагам. Здесь мы выбираем, например, 16 шагов. Подтверждаем это. Возвращаемся обратно. И устанавливаем здесь также 16 шагов. Начало-конец сэмпла также от А1 до 16. И мы слышим, как начинает меняться этот звук. Да? Он немного раскрывается. Мы можем, допустим, остановить его только на 1 шаг. Или сделать на 16. Также выбрать пресет для изменения этого хода. Да? Подтверждаем, заходим. Их тут тоже огромное количество. Вот, например. Опять же, если мы его выбрали, мы снова заходим и выбираем 16 шагов, подтверждаем. Возвращаемся обратно. Выбираем 16 этих шагов. Луп у нас будет также на 16. И слышим, как шагает секвенция. Далее. Выбираем pitch. Ставим его на 7 шагов. Пусть он будет с 1 по 7. И здесь, когда мы выбираем pitch и wave sequencer, нажимаем каждый из этих шагов. Да? Вот, смотрите, нажимаю дальше, они не перещелкиваются, так как мы выбрали, что pitch у нас на 7 шагов. Выбираем первый, переходим, и здесь мы можем выбрать, пусть это будет стартовая нота, та, которую вы нажимаете. Следующая будет на октаву выше. И, например, последняя с предпоследней будет на септиму ниже и на 2 октавы ниже. И это еще не все. Здесь есть различные настройки, которые привязывают основной шаг секвенсора. Также gate, shape. Это очень интересно, но если я сейчас начну вам все это объяснять, это займет очень много времени. Не факт, что вы сразу поймете. Я немного покопался и понял, что я не разобрался до конца во всей этой архитектуре, но это безумно интересно. И вот эта вот вся многослойность дает много интересного. Смотрите, мы сделали только
самые минимальные какие-то значения, да. После этого возвращаемся в основное меню. И здесь мы можем увидеть, что у нас задействовано. У нас уже задействован pitch, sample и тайминг. Причем мы видим, что тайминг идет дальше, а изменение питча останавливается на 7-м шаге и возвращается назад. Эти быстрые параметры мы можем изменить, выбирая, например, нажимая клавишу Pitch и меняя вот этими энкодерами начало, видите, стрелочка двигается, и конец этой петли. Например, вот так. Также выбираем тайминг и сокращаем секвенцию до единички. Sample. Также в начало. И мы слышим, что луп просто зациклен на первой фразе. Мы ее можем сместить, например, также на 7-й шаг. Все эти значения вы можете, помимо всего прочего, привязать к мастеру. Нажимая клавишу Line Preset, заходим в него, активируем и здесь выбираем, на сколько шагов он будет раскрываться. Например, на 1. И так далее. И это всего лишь один слой. Когда мы включаем следующий, мы получаем снова init, вот этот вот самый начальный звук. И слышим предыдущую секвенцию. Например, просто быстро мы можем назначить вот на этот странный второй звук ревер. Из пресетов тут что-нибудь выберем. Посмотрите, тоже огромное количество, на самом деле, пресетов. Delay. Которым тоже в процессе можно поиграться. При этом обратите внимание, что у первого звука нету никаких эффектов. Итак, как вы поняли, это довольно-таки непросто и требует очень много времени для того, чтобы разобраться и создать какой-то классный звук, но зато он будет действительно ваш, уникальный, и ведь можно сделать много различных комбинаций. Но это еще не все. Вы видели то, что секвенция шагает, да? А теперь я хочу сказать, что вы можете выбрать направление этого шага. Он будет шагать вперед, будет шагать туда-сюда, назад и в рандомном направлении. Сейчас секвенция идет до конца и возвращается на старт. Следующая клавиша делает так, что секвенция доходит до конца и с конца возвращается в начало и прыгает туда-сюда. Для того, чтобы это было более понятно, давайте изменим питч, например, вот здесь, на 4-й позиции. Пусть он будет прям высоко. Так. И, например, вот здесь. Вот, например, так. Теперь поменяем с конца в начало. То есть первое проигрывание у нас идет от начала до конца, а вторые и последующие с конца в начало.
и также рандом. Огибающее назначается на фильтр, а усилительный блок на pitch и панораму. Но давайте нагляднее всего все-таки на pitch, точнее на ухо, быстро воспринимается, когда ЛФО назначено на pitch. Здесь мы можем выбрать формы волны. Их здесь действительно огромное количество, от классических до, вот, например, вот таких вот странных. И два основных регулятора. Давайте послушаем, как меняется ЛФО. А теперь, после того, как мы назначили ЛФО на pitch, давайте назначим ее и на усилительный блок. Возьмем Sine и... Или, например, можно синхронизировать ее с основным темпом. Если еще при этом использовать эффекты, получается что-то необычное. Что касается блока эффектов. Он очень удобный и, во-первых, здесь быстрый доступ к включению и выключению 4 эффектов. Это ревер, дилей, модуляционные и преэффиксы. Они включаются, выключаются, и у них есть быстрый доступ к 2 параметрам, которые по-разному назначаются. Чаще всего это dry-wet. И параметры у разных эффектов разные. Ну, например, это длина хвоста ревера, либо ratio у компрессора. Итак, еще одна главная особенность, которая мне очень понравилась, это то, что на каждый слой вы можете, помимо того, что назначить определенную связку эффектов, которые включены и выключены. Вот смотрите, у нас на первом слое все эффекты работают. На втором дилея нету. На третьем используются преэффикс и ревер. И также на четвертом. Помимо этого, еще и значения этих эффектов разное. На первом слое у нас используется компрессор, на втором графический эквалайзер, также и на третьем графический эквалайзер, и на четвертом снова компрессор. Разные дилеи. Здесь вот, например, на первом слое стерео кросс-дилей, дальше тап-эхо, и на других слоях тоже тап-эхо. И разные реверы. Вы представляете, все эти инструменты, которые мы немножечко только затронули, в разных связках, которые еще в живом перформансе могут управляться просто до неузнаваемости, меняться, как-то жить своей жизнью, назначаться на разные векторные значения, которые смешиваются по-разному, да еще и с разными обработками. Получается, у вас большое количество обработок и инструментов для того, чтобы создавать просто невероятные вещи.
завершение этого ролика хочу сказать, что это действительно достойный инструмент. И он подойдет людям, которые ищут каких-то непростых решений и очень творческих решений. Вот этот инструмент для вас, потому что здесь очень много возможностей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока. Ну, это круто, потому что сложно, это всегда интересно. Нет, какую-то ерунду. Блин, все, запутался, короче. Ну, по-моему, нормально. Подожди, сейчас еще раз. Да нет, прикольно же было, понятно зато. Да? Ну, вау, круто.